Привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы поговорим про предлоги. По вопросам тех, кто изучает английский язык, самой сложной темой для них являются, конечно же, артикли. Но на втором месте с небольшим отрывом являются предлоги. Кстати, на третьем месте фразовые глаголы. Так вот, сегодня мы поговорим про предлоги, когда мы говорим о фильмах и сериалах. Сейчас очень популярны стриминговые сервисы, и small talk очень часто сводится к обсуждению уикенда, и очень часто мы на этих самых уикендах смотрим сериалы и фильмы. В частности, мы сегодня рассмотрим, какой предлог использовать in или on, когда мы говорим про movie, театральную постановку, ток-шоу. Когда я готовился к этому видео, я перелопатил кучу данных. Для начала проведем небольшой соцопрос. Перед вами две фразы. Расставьте верно предлоги. Первая фраза be a movie, вторая фраза be a show. Какой предлог вы поставите в первую фразу и какой предлог во вторую фразу? Они могут совпадать, они могут не совпадать. Вам нужно решить. Можете поставить это видео на паузу, а после проверить, правильно ли вы ответили. Итак, right off the bat я хочу, чтобы вы запомнили, что когда вы будете говорить про фильмы, фильм, используется предлог in. Всегда, тут без исключений. Если вы будете говорить про show или TV show, неважно, когда присутствует слово show или TV, как правило, используется предлог on. Соответственно, вы можете быть in a movie, но вы можете быть on a show. И шоу может быть разным. Это может быть сериал, это может быть, как правило, какой-нибудь ток-шоу или гейм-шоу. Гейм-шоу может быть reality TV-шоу, это может быть какая-нибудь тривия, например. Тривия — это все телепередачи, где вы зарабатываете деньги собственным умом. Например, Jeopardy, Who Wants to be a Millionaire, Family Feud, you name it. А какой предлог вы бы использовали, если бы вам нужно было сказать, что кто-то был или играл какую-то роль в спектакле? Be a play. Спектакль любой, постановка театральная — это play. Поставьте видео на паузу, а после проверьте, как вы ответили. Предлог с пьесами, с постановками, спектаклями всегда in. Подразумевается, что вы пришли в in a theater, в театр, собственно, там вы и находитесь внутри, поэтому in a play. До этого я вам сказал, что когда у вас есть show, be on a show, используется предлог on. TV show, reality TV show, game show и так далее. А какой бы предлог вы бы поставили в этом предложении? She was a Broadway show. Поставьте это видео на паузу, а после проверьте. Правильным предлогом будет in. She was in a Broadway show. Вы скажете: Кирилл, да вы заколебали, вы уже определитесь. Тема предлогов на то и является неоднозначной и трудной. Тут правил нет, тут только есть закономерности, и не всегда они очевидны. Помните, когда мы говорим про Broadway, это театр. Только что я оговорился, что когда мы говорим про театр, подразумевается, что мы в него входим и там внутри что-то смотрим. Тут даже кинотеатр. Поэтому she was in a Broadway show, предлог in, внутри. Несмотря на то, что у нас есть существительное show. А теперь я предлагаю вам серию разных примеров. Предложения мною были взяты из интервью. Это не мои примеры, я их не придумал. Давайте посмотрим, сможете ли вы выделить какую-то закономерность или какое-то правило, с помощью которого вы можете общаться и вести small talk с вашими друзьями, обсуждая шоу и обсуждая, какой актер где играл. He was a guest actor on Grey's Anatomy. He was a guest actor on Grey's Anatomy. Я думаю, вы все смотрели Grey's Anatomy, даже если вы не смотрели, слышали. Там сейчас, по-моему, 25-й сезон идет этого самого шоу, или 20 какой-то. Когда вы говорите про эпизодическую роль, то есть человек не играет в этом сериале, а один раз появился, два раза, обычно используют предлог on. He was a guest star on Grey's Anatomy. She was on the Oprah's talk show. She was on the Oprah's talk show. Помните, когда речь идет про ток-шоу, это вот именно вот эти говорилки, где люди берут интервью,
это не сериал, это talk-show, используется предлог on. Поэтому, если вы услышите, и если вы хотите сказать, что она была у известного какого-то человека, может быть, это Келли Кларксон или это Опра, хотя интервью она делает очень редко, либо какой-нибудь late night show, вы можете сказать, что he was, or she was, or they were on late night show, потому что это тоже ток-шоу. Предлог будет on. К слову сказать, если вы используете существительное TV, всегда будет предлог on TV, потому что мы смотрим на экран, и картинка у нас отображается на экране. I saw it on TV. Я видел это по телевизору. On TV. She was in a Broadway show. Здесь мы повторяем. У нас театральная постановка Broadway. Заходим внутрь здания, поэтому предлог поменялся. In a Broadway show. Следующий пример. Попробуйте догадаться, о ком идет речь. She rose to international fame for her role as Rachel Green on the television sitcom Friends. Я думаю, вы догадались правильно. Речь про Дженнифер Энистон. И в этом примере используется предлог on. He starred in several successful comedy films. Здесь предлог in. Помните, вначале я оговорился, когда мы говорим про фильмы, а film, comedy film относится в эту категорию, всегда будет использоваться предлог in. She produced and starred in the Apple TV Plus drama series. To star – это играть в каком-то фильме или быть в ролях. То есть, когда вы задаете вопрос, кто снимался в этом фильме, вы можете спросить who stars in this movie в настоящем времени, или в прошедшем who starred in this movie, либо she or he starred in this movie, or they star in this movie. Он снимается в каком-то фильме. Используется глагол star – звездит. Но обратите внимание на следующее предложение. In 2010, Aniston was also a guest star on the season 2 premiere of ABC's sitcom Cougar Town. Отмотайте немножко назад. Там у нас был пример с Apple TV Series, TV Plus Series, где Дженнифер Энистон тоже снималась. Там у нас предлог in TV Series. Предлоги плавают. То on, то in. Опять же, пытайтесь выделить для себя какую-то закономерность. Почему так происходит? Я в конце видео, конечно же, попробую это сделать. Aniston appeared in the comedy Wanderlust. Предлог in здесь используется. Следующий пример. Опять же, все про Дженнифер Энистон у нас сегодня, потому что я решил не заморачиваться, а взять все с одного источника. She starred alongside Reese Witherspoon in the Apple TV drama The Morning Show. И здесь предлог, опять же, у нас in the Apple TV Plus drama. У нас здесь нет слова series. Есть просто слово drama. Но вы можете сказать drama series. Это одно и то же. Из последнего рилса на Instagram следующее предложение. He played a serial killer on the new ABC drama. Здесь предлог on. Мы также использовали drama только что для этого с Дженнифер Энистон. Там был предлог in. Почему здесь предлог on? Jesus Christ. Едем дальше. Следующее предложение – это заголовок видео на YouTube. Кстати, можете его посмотреть, если вам интересно. Stranger Things cast reminisce about 10 years on the show. Предлог on. Но я думаю, здесь вы можете догадаться, почему предлог on. Что же здесь происходит? Почему в каких-то предложениях используется предлог in, в каких-то используется предлог on? Я пошел посмотрел в корпусе. Я пошел посмотрел, послушал интервью. Итак, если вы заметите, у нас фигурируют в основном глаголы, такие как play, star, be и appear. То есть разброс глаголов небольшой. И если вы посмотрите, вы можете заметить закономерность следующую. Когда используется глагол star, звездить, то есть играть какую-то роль, чаще всего, в большинстве случаев, мы используем, используется предлог in. She starred in, и там неважно, drama series, TV show и так далее. Когда используется предлог be в прошедшей форме, например, he, she, was on the show или on и название сериала, как правило, предлог on. Если мы используем глагол appeared, she appeared, he appeared on a show, in the show, там может быть два предлога in и on, и нужно различать. Если вы говорите используете такие слова, как drama, series, используете movie, film, то у вас будет предлог in. Если вы имеете в виду ток-шоу, игровое шоу, реалити-ТВ-шоу, то есть это не сериал и не фильм, используется, как правило, предлог on.
Но если вы будете говорить про то, что человек был гостем на каком-то сериале, в одном или только в 2 эпизодах он снимался, обычно говорят on. Сюда же относим и глагол play. Вы можете play in a TV series. Вы можете play on a TV series. Тут зависит от того, как вы смотрите, как вы видите это шоу. Чаще всего play используется с in, из того, что я, конкретно из того, что я увидел. Play какую-то роль in a TV series, in a TV show и так далее. Он используется, когда у вас есть просто название, без слов drama, без слов series. Например, she played a serial killer on Stranger Things. Обычно говорят он. Опять же, если вы смотрите интервью с актерами, они могут говорить на своем каком-то жаргоне, сленге, особенно если вы смотрите интервью с режиссерами, с cameraman и так далее. То есть у них будет какой-то жаргон, они могут его использовать. Это вообще может идти вразрез с тем, о чем я сейчас говорю. Напоминаю, у меня есть Instagram и Telegram, handle для обоих каналов Kirils_English. Также, если вы хотите индивидуальные занятия со мной, под этим видео есть вся информация. На сегодня это все. Я желаю всем отличных выходных. Пока.